Всем привет! В данном видео я покажу, как провести комплексную диагностику системы запуска и зарядки двигателя, проверить состояние аккумулятора, генератора и стартера. Покажу, в какие точки подключать измерительные щупы, как настроить мотор-тестер МТ-Pro и какие действия необходимо провести, чтобы получить правильный сигнал для дальнейшего корректного анализа. После проведения теста мы получим подробные данные о состоянии аккумулятора, стартера, его силовых цепей и втягивающего реле, а также таблицу параметров генератора. Для дизельных двигателей дополнительно будет проведен анализ состояния свечей накаливания. Также будет сгенерирован график, показывающий, насколько эффективно двигатель будет запускаться при низких температурах. Уточню, что под запуском я понимаю только уверенную прокрутку двигателя стартера. Показывать все это я буду на примере автомобиля Subaru Impreza с бензиновым 2-литровым двигателем. Тут установлен аккумулятор, который работает уже 4 года. Проблем с запуском даже в низкие температуры тут не возникало. Для проведения теста я буду использовать токовые клещи Hantek CC650, а также много измерительных щупов. Один универсальный измерительный щуп TL-MLP для подключения к аккумуляторной батарее. Один дифференциальный щуп TL-DIV для подключения к стартеру. В принципе, вместо него можно использовать и два универсальных щупа. И еще один дифференциальный щуп для подключения к генератору. Его также можно заменить двумя универсальными. И мотор-тестер МТ-Pro 4. Под видео вы найдете ссылки на подробное описание используемых в данном тесте датчиков. Я очень упрощенно нарисовал электросхему системы питания и зарядки двигателя. Она состоит из аккумуляторной батареи, генератора, стартера и остальных потребителей. Все эти устройства подключены параллельно. Теперь давайте разберемся, куда в данном случае необходимо подключить мотор-тестер. Первый обязательный параметр – сила тока, протекающая через аккумулятор. Второй параметр – это напряжение на батарее. Ну и разумеется, что землю прибора нужно соединить с минусовой клеммой. Это минимальное подключение для проведения теста электрооборудования. Но есть еще одна возможность данного теста, которая может некоторым пригодиться. Сейчас объясню, в чем ее суть. Нужно понимать, что на схеме силовые провода принимают за идеальные проводники. В реальности же все провода имеют определенное сопротивление, и когда по ним протекает ток, то создается падение напряжения. Дополнительное сопротивление могут вносить изношенные провода, окислившиеся контакты, недозатянутые крепления масс. Поэтому при наличии таких неисправностей напряжение на плюсовой клемме батареи будет существенно отличаться от напряжения на плюсовых клеммах генератора или стартера. Обнаружить эти сопротивления обычным амметром невозможно, так как эти величины значительно ниже минимального порога измерения. Поэтому расширенная версия данного теста как раз и позволяет проверить состояние силовой проводки. Для этого необходимо выполнить дополнительные подключения к клеммам стартера и к клеммам генератора. Разработчик данного теста рекомендует перед проведением теста дать отстояться автомобилю с выключенным двигателем и мощными потребителями электроэнергии не менее 30-60 минут, а для новых батарей не менее 2-3 часов. Если такой возможности нет, то предварительно перед записью включить мощную нагрузку на 3-5 минут, например, дальний свет, чтобы немного разрядить батарею. После чего подождать 5-7 минут, чтобы химические процессы в электролите нормализовались. Эти условия обоснованы тем, что при заряде батареи плотность электролита увеличивается прежде всего вблизи электродов. Дальше электродов она начинает повышаться в результате процесса диффузии. Поэтому определение уровня заряда батареи путем измерения напряжения непосредственно после процесса зарядки может привести к ошибочным завышенным результатам. Это объясняется тем, что электролит повышенной плотности просто не успел перемешаться с электролитом малой плотности. В моем случае автомобиль простоял всю ночь, поэтому показания теста должны быть достоверны. Я рекомендую начинать этот тест в такой очередности. Запускаем программное обеспечение мотор-тестера. Сам тест находится в меню «Анализ», пункт «Диагностика электрооборудования». Но лучше воспользоваться соответствующим рабочим окружением. Выбираем пункт «Электрооборудование» и дальше варианты, о которых я уже рассказывал.
вариант с минимальным подключением и вариант с расширенным подключением. И еще есть аналогичные пункты с функцией калибровки. Что означает калибровка, я покажу уже в процессе самого теста, чтобы сейчас не было путаницы. Выбираем расширенный вариант с калибровкой. После этого в окне осциллографа активируются все необходимые каналы, а также включится вкладка анализа, в которой и будут отражены все необходимые результаты. В нижней части расположена панель управления. В ней выбираются задействованные каналы и необходимые для теста данные. Обратите внимание, что в нижней части экрана отображается строка с подсказками. Если вы забыли о назначении какой-то кнопки или параметра, просто наведите на него курсор. Начнем настройку. Тип топлива бензин. Количество цилиндров 4. Объем двигателя 2 литра. Далее необходимо выбрать стандарт измерения тока холодной прокрутки. Первый пункт соответствует европейскому стандарту. Его и рекомендуется выбирать, так как он соответствует также и батареям отечественного производства. Далее следует окошко с током холодной прокрутки. Как правило, оно указывается на самой батарее. Похоже, что 580 как раз то значение, которое мне необходимо, но на всякий случай сниму крепление, чтобы увидеть все характеристики. Итак, мы видим модель батареи, ее напряжение, емкость и необходимое значение тока холодного запуска 580 ампер. Температуру электролита я возьму с бортового датчика автомобиля. На следующем этапе выполняем подключение щупов. В каждом окне необходимо выбрать соответствующий канал. Так как я воспользовался рабочим окружением, то каналам автоматически присвоились соответствующие интуитивно понятные названия. Как я показывал на схеме в начале ролика, для проведения теста необходимы сила тока и напряжение на аккумуляторной батарее, напряжение на минусовой, плюсовой клеммах стартера и соответственно напряжение на минусе и плюсе генератора. Первый канал — это ток батареи. Снимаю с плюсовой клеммы защитную крышку и захватом клещей обхватываю все силовые провода, отходящие от клеммы. Также можно подключаться и к минусовой клемме, на измерение это никак не влияет. Обязательно нужно проверить плотность смыкания захвата клещей. После чего подключаем сигнальный кабель к первому каналу осциллографа. На второй канал подаем напряжение батареи. Для этого я воспользуюсь универсальным щупом. Перед подключением желательно проверить, что красные и черные крокодилы подключены к соответствующим разъемам на кабеле. Полярность подписана на торце разъема. Подключаю черный крокодил к минусовой клемме. Красный к плюсовой. BNC разъем щупа ко второму каналу осциллографа. Следующий этап – это подключение к клеммам стартера. Для этого я рекомендую использовать дифференциальный щуп, так как он заменяет два обычных. Полярность разъемов также указана на торце. Всего 3 клеммы. Плюс, минус и заземление. Заземление соединено с минусом разъема BNC. Плюс подключен к центральной жиле разъема с красной термоусадкой. Минус к разъему с синей термоусадкой. Красный крокодил я подключаю к плюсовому разъему, а черный к минусовому. Заземление я оставлю не подключенным, так как осциллограф уже заземлен через универсальный щуп. Снимаю защитный колпачок с клеммы стартера и подключаю к ней красный крокодил. Черный крокодил я вешаю на корпус стартера, немного процарапывая поверхность для лучшего контакта. Это актуально для алюминиевых деталей, так как при контакте с воздухом на их поверхности образуется оксидная пленка, которая плохо проводит напряжение.
Теперь подключаю разъемы BNC к осциллографу с синей меткой минус стартера на третий канал, с красной меткой плюс стартера на четвертый канал. Теперь нужно выполнить аналогичное подключение для генератора. Для этого я буду использовать такой же дифференциальный щуп, как и для стартера. Снимаю защитный колпачок, подключаю красный крокодил к плюсовой клемме. Черный крокодил вешаю на корпус, слегка процарапывая поверхность контакта. Разъем с синей меткой минус генератора к пятому каналу, с красной меткой плюс генератора к шестому каналу. Еще раз крупным планом покажу подключение датчиков к стартеру, к генератору, токовые клещи и щуп на аккумуляторе. После подключения всех щупов необходимо выполнить калибровку токовых клещей. Для этого я перехожу на вкладку «Осциллограф» и обращаю ваше внимание, что мотор-тестер настроен на режим осциллографа. В этом и есть отличие режима в рабочем окружении с калибровкой и без калибровки. Поэтому после нажатия кнопки «Пуск» сигнал будет отображаться в режиме осциллографа. И у меня есть еще дополнительная возможность по уровням сигналов проверить подключение щупов. На канале 2 должно быть бортовое напряжение, а также на каналах 3 и 5. На всех остальных должно быть 0 вольт. Теперь включаем токовые клещи и выбираем диапазон 1 мВ на 1 А. После этого кратковременно нажимаем кнопку обнуления. Последовательность действий должна быть следующей. Включить запись сигнала и подождать около 5 секунд. Включить зажигание. Дождаться выключения топливного насоса и свечей накала, если автомобиль дизельный. Потом запустить двигатель. Дать ему поработать на холостом ходу около 10 секунд, чтобы программа рассчитала режим зарядки на этих оборотах. Затем плавно разогнать двигатель до 2500-3000 оборотов в минуту. Если обороты холостого хода выше 1000, то разработчик теста рекомендует разгонять двигатели до 3500-4000 оборотов. Скорее всего, мне и придется так делать, так как двигатель холодный и на прогреве скорость вращения около 1500 оборотов в минуту. Удерживать средние обороты 5-10 секунд, затем включить нагрузку. Обогрев заднего стекла, вентилятор обогревателя, дальний свет. Снова подождать 5-10 секунд. Сбросить обороты, отключить нагрузку. Заглушить двигатель и остановить запись. Как обычно, не забываем про технику безопасности. Перед запуском двигателя проверьте, что кабеля датчиков находятся на безопасном расстоянии от движущихся деталей. И еще перед запуском убедитесь, что коробка переключения передач находится в нейтральном положении. После всех проверок запускаем запись сигнала, переключив мотор-тестер в режим самописца. Запускаем двигатель. Ждем. Повышаем обороты. Ждем. Включаем отопитель. Обогрев. Свет. Ждем. Выключаем нагрузку. И глушим двигатель.
Останавливаем запись и сразу же сохраняем сигнал, чтобы случайно не перезаписать его. Просматривать сигнал вручную особо смысла не имеет. Если я все подключения выполнил правильно, то отчет анализа будет значительно информативнее. Для этого перехожу во вкладку «Электрооборудование» и нажимаю «Анализ». Программа просчитала характеристики системы и занесла основные параметры в табличку. В верхней части параметры аккумулятора. Название параметров, на мой взгляд, дополнительных пояснений не требует. Нужно лишь обратить внимание, что в скобках указаны допустимые отклонения. Если рассчитанный параметр в пределах допуска, он отображается на белом фоне. Если есть незначительное отклонение, на желтом. И если параметр значительно отличается, то на красном фоне. Вот как раз я не учел тот факт, что аккумулятор я вчера немного подсадил во время записи другого ролика, но это никак не должно повлиять на остальные результаты теста. Ну и как для 10% стартер крутился очень резво. Ниже параметры для стартера и в самом низу для генератора. Слева вверху график напряжения и тока на батарее при запуске двигателя. Можно детальнее рассмотреть момент включения втягивающего реле, либо момент замыкания его контактов. Под ним на графике отображены пусковые качества батареи. По вертикальной оси уровень заряда батареи, по горизонтальной оси температура электролита. И цветом обозначена вероятность надежного пуска по пятибалльной шкале. Зеленый цвет – высокая вероятность, оранжевый – низкая. Маленький прямоугольничек соответствует текущему состоянию батареи. Если аккумулятор зарядить, то маркер поднимется вверх по оси. Если изменится окружающая температура, то маркер будет смещаться влево или вправо. Внизу график пульсации напряжения зарядки для 3 режимов работы: холостого хода, средних оборотов и под нагрузкой. В принципе, тест выполнен, и на этом ролик можно заканчивать, но у меня появилось желание провести пару экспериментов. В условиях работы СТО такое условие, что автомобиль простаивает длительное время просто для протекания каких-то процессов в электролите, будет выполняться очень редко, и скорее всего тест нужно будет проводить на горячем двигателе спустя максимум 10-15 минут после его глушения. Да и крутить двигатель на таких оборотах на холодную не есть хорошо, поэтому я поставлю аккумулятор на зарядку и проведу тест уже на горячем двигателе, чтобы проверить, изменится ли график холодного запуска, да и в целом проверить повторяемость результатов. А потом еще проведу тест повторно сразу после остановки и посмотрим, есть ли смысл выдерживать все эти временные ограничения. Прошел ровно час зарядки током 10 А. Теперь отключаю зарядное и запускаем двигатель для прогрева. После прогрева до рабочей температуры глушу двигатель и оставлю его на 30 минут, как рекомендует разработчик теста. Для контроля напряжения я подключаю к вольтметру щупы с крокодилами, которые подключены ко второму каналу мотор-тестера. Спустя 30 минут напряжение снизилось незначительно, примерно на 0,06 вольта. Поэтому включу дальний свет на 5 минут. Выключу и оставлю батарею для нормализации процессов еще на 10 минут. Теперь, как видите, напряжение на аккумуляторе снизилось до 12,58 вольт. Возвращаю подключение щупов и повторно провожу тестирование в той же самой последовательности. Сохраняю сигнал и перехожу на вкладку электрооборудования. Вверху таблички нахожу зеленую стрелку. Она позволяет добавить еще один столбец в таблицу,
чтобы можно было сравнивать несколько результатов, например, до ремонта и после. Закрываю панель результатов и снова нажимаю «Анализ». И теперь еще третий раз проведу тест, чтобы посмотреть, как изменятся рассчитанные параметры, если не выполнять условия нормализации батареи. Сохраняю результат. Перехожу на вкладку «Электрооборудование», создаю новый столбец, закрываю панель результата и выполняю анализ. И теперь самое интересное, давайте сравним, чем отличаются результаты в трех разных случаях. Первое, что бросается в глаза, это сообщение про завышенное начальное напряжение на аккумуляторе. Программа предупреждает, что расчет параметров батареи будет выполнен неточно. Для сравнения графиков я отобразил их все на одном экране. Разница очевидна. Ну и при последнем замере программа рассчитала уровень заряда 100%, для предыдущего 90%, чего в принципе быть не может, так как зарядить батарею от уровня 10% до 90% за время чуть больше часа просто невозможно. В этом также можно убедиться, посмотрев на глазок контроля заряда. Он все еще показывает, что батарея разряжена. Это объясняется тем, что возле электродов плотность электролита значительно отличается от плотности верхней части батареи. А вот характеристики стартера и генератора практически идентичны во всех трех измерениях. Можно заметить, что лишь сопротивление силовых цепей заметно выросло. Но это можно объяснить прогревом двигателя, ведь при повышении температуры удельное сопротивление металлов увеличивается. И последнее. Хочу показать, как изменится таблица результатов, если тест выполнять по упрощенной схеме. Для этого я отключу каналы, с помощью которых были выполнены дополнительные подключения к стартеру и генератору, и выполню анализ. Теперь видим, что характеристики силовых цепей стартера и генератора не отображаются. В заключение можно сделать вывод, что выбирать способ проведения теста следует исходя из приоритетов. Если интересует только состояние аккумулятора, то достаточно выполнить упрощенное подключение, но выдержать автомобиль после остановки двигателя в течение длительного времени. Если больше интересует состояние генератора или стартера, то дополнительно выполнить соответствующее подключение щупов и не заморачиваться с временными интервалами. После выполнения теста не забудьте удалить все щупы и вернуть все подключения в исходное состояние. У меня на этом все. Спасибо за внимание, всем удачи, диагностируйте грамотно.